Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно исправить вальгус. Итак, очень многие писали мне после выхода ролика о варусе о том, как исправить вальгус. Более того, я вам скажу, что самостоятельно это можно сделать и довольно легко. Итак, что такое вальгус? Вальгус – это когда, в данном случае речь идет о вальгусе колен, когда колени вот так вот смещаются в центр. Вот так вот смещаются в центр. Как, значит, можно определить, есть вальгус или нет? Это тоже не так уж сложно. Для этого надо поставить человека со ступнями вместе. И посмотреть, как расположены его колени. Я сейчас это зарисую, и вам будет все это понятно. Итак, как проверить вальгус? То есть вы просите человека соединить ступни вместе. И если вальгуса нету, вот здесь между коленами должно быть расстояние. Почему? Потому что фактически ноги это треугольник вот такой, видите? Здесь расстояние больше, здесь его нету. И так же, как и у треугольника, между колен получается небольшое расстояние. Если же вы видите, что ступни вместе и колени вместе, да? Давайте вот на этом покажу. Вот так вот. Тогда есть вальгус. Тогда есть вальгус. Я уже не говорю о случаях, когда это все очевидно, когда X очень сильный. Я как раз говорю о случаях, когда непонятно, есть или нет вальгус. Вот в норме должно быть вот так. То есть расстояние между коленами должно быть. То есть ступни вместе, а между коленками небольшое расстояние. Если расстояния нет, значит вальгус есть. Итак, чтобы понять, как исправить вальгус, мы должны понять, а какие мышцы, значит, приводят к этому явлению. И таких мышц всего на самом деле две. Это пояснично-подвздошная мышца, которая вот здесь вот так вот идет, да? У нас вот она крепится вот так и к тазовой кости. То есть это одна из мышц. И вторая это приводящие мышцы. Это приводящие мышцы. Их несколько. Вот всего две причины, значит, возникновения этого явления. Сразу скажу, что где-то 80% это пояснично-подвздошная мышца. Приводящие гораздо реже встречаются, однако встречаются тоже. И давайте я вам покажу сейчас упражнения, которые смогут исправить это. А потом более подробно объясню механизм возникновения уже для спонсоров. Итак, нам нужно растянуть пояснично-подвздошную мышцу. Как это сделать? Вот в таком положении мышца пояснично-подвздошная, она у нас растягивается. Значит, какие здесь могут быть ошибки? Это если вы наклонили плечи вперед, да? Тогда мышца не натягивается. И также, если вы прогнули поясницу. Если вы поясницу прогнете, то тоже растяжки не будет. Поэтому ваша задача стремиться к чему? К тому, чтобы поясницу прогибать назад, иными словами, таз подворачивать вперед. При этом все тело смещаете тоже вперед. Точнее, таз. Стараясь оставлять плечи сзади. Вот таким образом растягивается пояснично-подвздошная мышца. Есть и другие варианты, но, на мой взгляд, это самое простое и самое эффективное.
Вот, теперь это основной случай вальгуса колен. Ничего больше делать не надо. Также у вас уйдет вальгус пятки, то есть поперечное плоскостопие. Попутно, потому что это производное. Ну и давайте теперь рассмотрим второе упражнение, которое связано со второй причиной. То есть с приводящими мышцами. Вот так они растягиваются. Вот такой вот бабочки. Конечно, вариантов много. Растяжки приводящих мышц. Здесь есть куча вариантов тоже, как растянуть. Можно с одной стороны, с другой. Но самое простое — это вот такая вот бабочка, когда ноги соединены, ступни, и разводятся. Так вы растянете приводящие мышцы и тоже избавитесь от вальгуса. Значит, как же определить, какое упражнение вам делать? Если вы не понимаете, делайте оба. И одно из них сработает. Но чтобы было эффективнее, конечно, вы вот эти вот упражнения для растяжки используете для чего? Для того, чтобы как бы провести тест. Если у вас плохо идет бабочка, да, значит приводящие мышцы. Если же плохо тянется пояснично-подвздошная, значит виновата пояснично-подвздошная. Вот простая вещь. Давайте теперь я объясню более подробно обо всем этом для спонсоров, для специалистов. Да? Вы найдете это в разделе для спонсоров. Почему эти упражнения помогают и как внешне это отличается.